Привет, красавцы, красавицы. Недавно я перепрошел Uncharted Drake's Fortune. Лично я познакомился с этой серией довольно поздно. И сделать видео решил после того, как прошел четвертую часть. Но сейчас я хочу рассказать именно о первой, так как она, на мой взгляд, важна для всей индустрии в целом. В большей степени, конечно, для PlayStation. На примере ее разработки будет видно, как некоторые приемы из 2007 до сих пор используются и сейчас. И на данный момент первой части уже почти 16 лет. Будем честны, проверку временем она не проходит, но все же я считаю хорошей игрой, и сейчас объясню почему. Uncharted Drake's Fortune является одним из первых эксклюзивов PlayStation 3. Технологический прогресс того времени был виден со старта седьмого поколения консолей. Это было заметно в кинематографичных катсценах, которые плавно сменились на геймплейные части, тем самым создавая отличное погружение в повествование. С первых секунд и до самих титров игра захватывала в себя, создавая то самое погружение у игрока. Грубо говоря, ты принимал участие в фильме, а именно таких как «Мумия» с Брэндоном Фрейзером, или же «Сахара» и «Золото дураков» с Мэтью МакКонахи. Местами могло сложиться впечатление, что ты уже не играешь, а смотришь анимированный фильм, а точнее мыльное кинцо, как называли геймеры в то время. Что на самом деле недалеко от правды, так как игры на консолях не могли похвастаться четкой картинкой. Скажем честно, с разрешением экрана и цветокором были проблемы. Например, как это было в Fallout 3, Resistance, The Darkness и многих других играх того времени. Справедливости ради, эта проблема была многих игр тех лет, и поэтому картинку можно поругать. Но нельзя забывать о том, что это был 2007 год. Тогда это было нормой. К тому же Naughty Dog с годами исправится и станут примером для многих студий. Говоря о самой игре, субъективно, она была качественной и красивой. Геймплейные части были с большего проработаны, повествование было главным плюсом игры, а анимации были шикарными по сравнению с прошлым поколением. Сеттинг создавал нужную атмосферу, где бы ты хотел находиться, а динамичные экшн-сцены давали возможность почувствовать себя авантюрным искателем приключений. В принципе, а что еще нужно было для экшена от третьего лица? Безусловно, я считаю, что для Naughty Dog было тяжелым испытанием создать новый IP для Sony. Тем более, что на тот момент они отошли от привычных для них идей в виде игр по фурям и детской тематики, таким как был прошлый маскот PlayStation Crash Bandicoot, который теперь принадлежит Activision, а Activision теперь принадлежит Xbox. Да, Xbox победа, но на самом деле это только говорит об отношении Sony к своей истории, но все же. Также Naughty Dog запомнилась серия игр про Jack and Dexter. Если честно, я в нее не играл и не знаю, что это. На вид как Ratchet Clank, только с другими героями. Извините, фанаты Jack and Dexter, если такие есть. Можете пояснить за нее, если есть желание. В общем, глядя на все это, даже сама студия не верила в успех будущей большой игры, поскольку это была новая консоль от Sony, совсем другой серьезный сеттинг. Команда шаловливых псов просто не видела успеха будущего проекта, так как они до этого делали игры по мультяшным персонажам, а теперь им надо было создать новую реалистичную игру. Хочу рассказать про основного создателя серии Эми Хеннин. Она ранее работала над играми по Legacy of Kain Soul River, и успех Uncharted в основном ее работа. Я считаю, что она та, которая дала основное направление для всей студии, и которая, на мой взгляд, является основной фигурой для Naughty Dog, которых мы сейчас знаем. Она предложила воплотить совершенно новую идею, на что получила согласие от высшего руководства. Из небольшого интервью, теперь уже с одним из руководителей отдела искусств Naughty Dog, Джереми Йейтсом, он рассказал, что в течение 2006 года студия была как семья, но с анонса игры наняли пару десятков новых специалистов, что сделало эту семью гораздо больше. Разработка велась своим чередом, но на втором году производства многие начали говорить, что можно начинать склеивать ласты, но пока не те. Люди просто не хотели у себя в портфолио видеть Uncharted. Все эти действия повлекли увольнение по собственному желанию. После этого началась жесткая текучка кадров. Взгляды на видение самой игры менялись часто, от выбора локации до системы прицеливания. При таких динамичных подходах разработки люди просто не могли представить общей картины самой игры, и можно понять их желание уволиться. Ubisoft как раз таки из-за схожих проблем теряет и сейчас ветеранов компании. Но все же я хочу рассказать и показать, как именно Naughty Dog справились с этой задачей, а также как они создавали свой каркас для остальных игр, тем самым задав тренды для геймдизайна в целом. Идея создать приключенческую игру родилась у Эми Хеннин. Она хотела создать что-то похожее на Принц Персия, только с пушками. И это на самом деле будет заметно на этапе разработки. Naughty Dog хотели создать игру, которая могла бы продавать игрокам новенькую PlayStation 3, а на выходе она стоила $600, что на самом деле очень много. Но ближе к релизу Sony одумались и снизили стоимость до 400. Но продолжим. Разработчики сосредоточились на достижении этой цели путем создания реализма и погружения за счет выбранного сеттинга. Им стали тропические джунгли. Со слов Эвана Уэллса, продюсера всех игр Uncharted и The Last of Us, разработчики хотели, чтобы игроки могли поверить, что они находятся в джунглях, ощутить влажность воздуха через изображение на экране.
Команда начала разрабатывать свой собственный стиль, который сейчас уже ни с кем не спутаешь. Разработка локаций велась посредством большого количества референсов. Каждый художник кропотливо и усердно занимался проработкой окружения для достижения лучших результатов. И если честно, это так. К локациям Uncharted придираться не хочется. Они для 2007 были проработаны отлично, но из-за низкого разрешения все это выглядело как большое зеленое пятно. Сейчас эту ситуацию исправляет ремастер, и в нем уже нет этих проблем. Сам игровой процесс был построен на трех основных элементах, а именно на перемещениях, перестрелках и драках. По словам разработчиков, на основные геймплейные механики тратили по сотни часов, и получались фантастические результаты, которые не нравились руководству, тем самым запуская процесс по новой. Спойлеры, геймплей был самым слабым аспектом игры. Также одним из важнейших для Naughty Dog моментов были и остаются анимации и проработка текстур. Все было отрисовано и проработано вручную. Технологический прыжок с PlayStation 2 на PlayStation 3 был важен для художников. Работая в рамках PlayStation 2, на персонажа приходилось от 2 до 3 текстур. В Uncharted планировали использовать 20-30, что было огромным скачком работы на тот момент. PlayStation 3 позволяла создавать детализированные объекты, реалистичную воду, прорабатывать мимику лица и множество других некстгеновых штук. Сильный акцент был сделан на детализации персонажей. Команда уделяла много времени лицевой анимации, рту, чтобы произношение выглядело реалистичным. Отдельное внимание получила проработка глаз и движения главного героя. Naughty Dog разработали систему, которая позволяла имитировать мышечную структуру внутри тела. За счет этого чувствовалось, что ты управляешь реальным человеком. Для 2007 года это был свежак, который помогал достичь главной цели разработки – сделать кинематографичную игру, которая будет отличаться от всех других. Говоря про анимации, для Naughty Dog это было всегда одной из важнейших деталей при разработке, и первый Uncharted не стал исключением. Они хотели поднять планку. Разрабы ориентировались на трех целях – это плавность движения, ощущение веса и отзывчивость. Хочу от себя добавить, что отзывчивость при разработке частично проебалась. Но об этом потом. Одна из вещей, которая делала главного героя реалистичным, это огромный объем анимации, что позже станет визитной карточкой для AAA игр. Но пока для команды артистов это было в 10 раз больше работы, чем они занимались до этого. Они были из первых, кто создавал Next Gen. Добиваясь того самого реализма, они специально делали Дрейка неуклюжим, тем самым показывая, что это как бы обычный мужик, без особых навыков в акробатике, и в этом был весь прикол, который будет чувствоваться также в геймплее. Еще одним важным моментом был переход на рендеринговую систему, что позволило воссоздать детализированные и динамичные локации. И теперь я хочу вам рассказать, пожалуй, про самый главный аспект формулы идеального погружения в игру, который подарил многим нынешним актерам их труд. Без этой технологии теперь сложно представить эксклюзивы Sony. И да, это motion capture. Но вы можете сказать, что он использовался еще в Принце Персии, в Devil May Cry, а также в ранних Mortal Kombat. Но особенностью Uncharted стала запись голоса при отыгрыше актеров. Она является одной из первых игр, где актеры начали играть и озвучивать свои роли одновременно. Возможно, похуй. Но не для индустрии в целом. На роль Нейта был выбран актер Нолан Норт. Из интервью разработчиков его описывали как веселого парня с хорошим чувством юмора, под стать самому Дрейку. Но ему было не наплевать на разработку в целом. Он часто приезжал к команде для того, чтобы пообщаться и узнать, как проходит разработка. Ну такой, в общем, приятный парень. В напарнице ему взяли актрису Эмили Роуз, которая помогала проходить кастинги, зачитывая роль с листа. Но в тот момент между актерами появилась интересная взаимосвязь, и они быстро сработались, тем самым создав интересный тандем между персонажами. Виктором Салливаном был выбран актер Ричард МакГонагал. Про него много не скажешь, на роль Салли он был подобран хорошо. Из ненужных фактов в Metal Gear Solid 3 он играл президента Джонсона. На должность координатора по съемкам был нанят Гордон Хант. Это без преувеличения талантливый специалист, который приложил руку к большому количеству произведений. На Википедии можно солидно отдать респект за его послужной список. Его работа заключалась в соединении видеоигры с отыгрышем ролей актеров, будто это была пьеса в театре или же сцена для фильма. Все кат-сцены были срежиссированы так, что игроки специально ощущали, что смотрят фильм, а самим актерам была дана свобода импровизации, и если она получалась отлично, ее оставляли. С годами эта формула у Naughty Dog была улучшена Нилом Дракманом. Актеры в связке с аниматорами достигли того качества, что позволило игрокам того времени получить новый, еще не виданный опыт – Next Gen. По прошествию времени актерская игра стала визитной карточкой Naughty Dog, и даже сейчас не так много студий могут повторить это. Но факт в том, что они задали новую планку для AAA игр. Говоря про музыкальное оформление, оно было создано Грегом Эдмонсоном. Он отлично справился с задачей, музыка полностью передавала тон всей игры. Для создания музыки были выбраны необычные, странные
этнические инструменты, со слов самого Эдмонсона, с помощью которых он мог передать идею того, где будут проходить Uncharted. Резюмируя, Naughty Dog создали Next Gen игру, которая была кинематографичной в реальном сеттинге с живыми людьми на экране и за кадром. Была проделана колоссальная работа в плане анимации, левел-дизайна, кинематографии и других важных аспектах игры. Без Эми Хеннин, Джоша Шера, Эона Уэллса, Ричарда Лемаршана, Нила Дракмана и Хирокадзу Ясухара и остальной команды Naughty Dog невозможно сейчас представить, что было бы со студией, если бы этот проект провалился. Но планки, которые они установили, были эталоном сюжетных игр. И все было бы отлично, если бы они не брали во внимание не только технические вопросы при создании первой части, но и геймплейные. Так как я говорил ранее, с этой точки зрения задача была выполнена не полностью. Местами они, видать, забыли, что игры не только смотрят, но и играют. Поскольку в Uncharted было три основных механики, а именно еще раз перечисляю, перемещение, то бишь платформин, далее шли перестрелки и, наконец, рукопашные бои с противниками, в которых присутствовал рудиментарный стелс. Но не все сразу. Теперь мы плавно переходим в геймплейную часть, где я расскажу, что было вкусно, а что было невкусно. Геймплей строится на трех элементах. Опять. Но я бы выделил только два. Это платформин и экшен. Ну, то есть стрельбу, так как рукопашные бои это опциональная возможность, которая за всю игру будет нужна только пару раз. В начале разработки в стрельбе хотели прикрутить автоприцеливание, но от этой идеи отказались, якобы она была плохой. И, глядя на все это, олдскульные геймеры могут сравнить ее с такой игрой, как Dead to Rights, только без собаки, в плане геймплея. И если бы в Uncharted был авто-эйм, то я думаю, сравнения были бы с ней 100%. Ощущается стрельба крайне постной, импакт попадания во врагов минимальный. Прицел вместо привычной точки или же перекрестия просто кружок с силуэтом того самого перекрестия, в который целится крайне неудобно из всего оружия. Чем обуславливается такое решение, непонятно. Местами игра дает попробовать что ли вертикальные перестрелки, и они уже чувствуются посвежее. Сейчас объясню, что я имею в виду под вертикальными перестрелками. Иногда игра дает тебе как игроку возможность целиться, находясь на уступе, чтобы не лезть в открытую на врагов. И по сути это просто очередная система укрытий, но ощущается она неплохо и бодро. Говоря про систему укрытий, возникает вторая Xbox победа, а именно, благодаря Клиффу Близински, который годом ранее представил публике Gears of War, где персонаж мог прятаться за укрытие во время перестрелок. Позже эту особенность и многие другие из Gears'ов позаимствуют, но сейчас это позаимствовали Naughty Dog. И что по этому поводу можно сказать? Да ничего особенного. В целом из-за проработки анимации на тот момент все это смотрелось хорошо. Искусственный интеллект противников был проработан должным образом. Они старались обходить тебя, всячески прессовать и постоянно засыпали градом пуль. На тяжелой сложности это было крайне невыносимо, так как здоровье заканчивалось быстро. Поэтому советую в Uncharted играть на нормальной сложности, причем во всей части. Не совершайте моих ошибок. Сломаете себе кайф от прохождения. Возвращаясь к противникам, местами эти уёбки раздражали сильно, а именно, если ты на миллисекунду решил подправить прицел при наведении на противника, то выстрелив, готов увидеть профессиональный ворот от пули, либо находясь на дальних дистанциях вели предельно точную стрельбу по Дрейку, пока у тебя ширина ведра на экране вместо прицела. Naughty Dog. Почему? В совокупности все это давало весьма посредственный шутер от третьего лица. И ладно, я понимаю, что все это собирательные образы плюс свои геймдизайнерские решения. И если бы не было хороших примеров, но они были, реально. В 2001 году вышел Макс Пейн, который даже сейчас чувствуется отлично. А в 2003 вышел второй Макс Пейн, где также пули при взаимодействии с болванами выглядели сочно плюс великолепно. В общем, стрельба в Uncharted неплохая, но и не кайф. Как пирожок без начинки. Кстати, при кидании гранат геймпад задействовал новые функции, что на самом деле удобно, так как ты мог выбирать траекторию броска стиком и докручивать ее гироскопом. Примерно по ощущениям как помощь в стрельбе, когда играешь на Nintendo Switch. Еще хочу все же сказать пару слов про битэмап составляющую. Она сделана куда интереснее и самобытнее. Хотелось увидеть отдельную главу, завязанную на этой механике, но таких нет, и нужны кулаки только в редких случаях, когда противники подбираются вплотную, или же ты завалил рудиментарный стелс, которого в игре как такового нет, но в стиле Silent Assassin вынести пару врагов было можно. Про платформинг. И тут опять, вроде и ругать не хочется, а вроде как говном накормили. Понятно, что это первая часть серии, и работа аниматоров видна сразу. Мелкие детали так и бросаются в глаза,
будто не дойдет до выступа, и Дрейк кончиками пальцев хватается, что есть мочи, или же тяжесть приземления с последующим сгибанием конечностей. Но по факту мы это видели в Ларри Крофт и в «Принце Персии». Также ложкой дегтя был тот самый пресловутый вес героя. Из-за его тяжести анимации отзывчивость управления потерялась, наряду с камерой, которая со свободной местами менялась на фиксированную. В связи с этим рейдж-моменты с перманентной смертью были частым явлением. Все это спасало тем, что локации были действительно красивыми, и точно так же, как и стрельба, перемещения по местности были все-таки с большего сносными. Тем более после перестрелок хотелось посмотреть, что еще игра может показать. И в совокупности ты как игрок чувствовал, что игра тебя затягивала. Она выдавала тебе все порционно. Также, помимо всего, в некоторых главах были особые активности, которые разбавляли геймплей экшн-сценами, будто погоня на джипе с турельной стрельбой или же поездки на гидроцикле с гранатометом. Еще были срежиссированные сцены бегства, и выглядело это хорошо. Такое копируют другие студии даже сейчас, так как выглядит и чувствуется это драйвово. Геймплей Uncharted, конечно, с небосвез не хватал, и по отзывам критиков и игроков это были слабые стороны игры, но многие писали в плюс повествование и сюжет. И давайте вспомним этот сюжет. Разберем, что же там происходило в первой части истории Нейтана Дрейка. Так вот, игра встречала цитаты сэра Фрэнсиса Дрейка, который для англичан был героем, а для испанцев пиратом по прозвищу Эль Драки. Личность неоднозначная, кому интересна, информация о нем в интернете много. Дерзайте. А мы возвращаемся к самой цитате, которая гласила, что «У любого великого дела должно быть начало, однако лишь тщательное доведение его до логического конца приносит истинное величие». И логический конец Фрэнсиса Дрейка был в виде гроба, который был облицован свинцом, сброшенный в воду около Панамских берегов. Умер он от дизентерии, которую он подхватил во время неудачного захвата порта, тем самым получив раны, которые в дальнейшем были для него летальными. Но то была реальность. А в игре сейчас мы видим, что спустя 400 лет молодой Нейтан Дрейк, договорившись с репортершей Леной Фишер, организует лодку, способную достать со дна свинцовый гроб, в обмен на сюжет сокровища Эльдорадо. И да, в игре по гипотезе сэр Фрэнсис не умер на корабле, а спрятал свой дневник в этом гробу, который был поднят с морского дна. Этим действием Нейт доказал, что все это было инсценировано, а в самом дневнике находилась зацепка о сокровище Эльдорадо. Нашел он его с помощью своего кольца, и сейчас мы не узнаем, откуда оно у него. Также за всем этим наблюдали современные пираты, которые сейчас пытаются доказать героям, что это их собственность. Со слов Нейта они гоняются за ним давно, и позже мы узнаем, кто это такие. Но сейчас их попытки не увенчались успехом, и после перестрелки с очередной волной пиратов приходит судно с гранатометчиком, которое в соло ломает героям лодку. И им ничего не остается, как спасаться, прыгая с нее за борт. Несколько минутами ранее Нейт звонил некому Салли с просьбой побыстрее прибыть, и в этот момент, когда происходит взрыв, на гидросамолете прилетает тот самый Виктор Салливан. Но также в этот момент гранатометчик случайным образом, видимо, уплывает по своим делам. Но это ладно, со всеми бывает. Зато наши герои с легкостью забираются на борт, где Елена знакомится с симпатягой Виктором. Далее нас переносят на берег, где Нейтан и Виктор обсуждают, что смерть сэра Фрэнсиса была инсценирована для того, чтобы спрятать те самые сокровища Эльдорадо, за которыми они охотятся. Но связавшись с Еленой, мужчины понимают, что ее репортаж приведет только к лишнему вниманию их деятельности, поэтому было принято решение кинуть репортершу. Приплыв до места, они находят руины древнего храма, где мы узнаем, что Виктор задолжал немалую сумму денег, поэтому для него очень важно найти эти сокровища. А сам Виктор узнает, что Дрейку понравилась Елена, на что тот отвечает, что ему уже ничего не светит, после того, как они ее бросили у причала. Сами же герои узнают, что Эльдорадо был не город из золота, а большая статуя, которой поклонялись древние люди, которую 400 лет назад увезли пока в неизвестном направлении испанцы. Нейт предлагает идти по следу, по которому видно, как тащили статую, но след прерывается на том моменте, как только герои выходят из пещеры. И пройдя пару метров, они натыкаются на подлодку времен Второй мировой войны, принадлежащую немецкой армии. Каким образом она там оказалась, неясно. Но сам Дрейк предоставляет вариант, что она просто застряла в узких реках Амазонки. Виктор, конечно, принимает такую вероятность с трудом, в принципе, как и я, думая, что хули она там забыла. Но позже нам дадут крупицу логики этой ситуации. Все же, Нейт решает пробраться внутрь, и перед этим, чтобы не намочить важный артефакт, отдает дневник сэра Фрэнсиса Виктору. Внутри он видит тела убитых нацистов, и у одного из них находят монеты тех самых испанцев, которые вынесли статую Эльдорадо из храма. В
каюте капитана Найт обнаруживает самого капитана, который был убит мучительной смертью, и карту, тем самым поняв, что нацисты также искали то самое сокровище. Дрейк связывается с Виктором, но при разговоре происходят какие-то помехи. Он решает покинуть подлодку, но уходя задевает торпеду, которая активируется, но не детонирует. Пока что. Выплывая на берег, Нейт обнаруживает двух новых персонажей истории. Романа, которому Виктор должен денег, и Навара, наемный археолог, которого нанял Роман. Они отнимают карту у Дрейка и объясняют ему, что когда Салливан сказал, что он нашел крайне редкое сокровище, они решили разузнать, что именно он нашел. Лично. Виктор спрашивает, в расчете ли они, на что Роман отвечает «да», но Дрейк лишний в этом деле. Салливан вмешивается и получает за это пулю в грудь. В тот же момент детонирует торпеда, которую Нейт активировал ранее, и с помощью внезапности происходящего главному герою удается сбежать и выкрасть ту самую карту. Убегая от бандитов, Дрейк натыкается на Елену, которая встречает его прямо в голову. И это, кстати, прямой кадр из Индиана Джонса. Держу в курсе. Он говорит, что Виктора убили, и теперь они выбирают из этой ситуации, садясь на гидросамолет Виктора. Договорившись, они решают все же продолжить работать вместе, и сейчас они летят к тем самым координатам, которые Нейт увидел на карте. По пути к острову, в поисках того самого клада, их начинают обстреливать, принуждая экстренно эвакуироваться. Елена и Нейт разделяются, и теперь ему предстоит найти ее. И пробираясь через джунгли, он находит упавший самолет, в котором была карта, и продолжает свой путь через старинную крепость. Опять Дрейк попадает в передрягу, но замечает Елену, которая занимается своей работой и снимает материал для своего сюжета. В крепости Нейт находит новые координаты поиска и продолжает свой путь, но недолго. Он видит, что увлекшаяся Елена забыла, что локация кишит маргиналами и что она уже на мушке. Дрейк спасает ее ценой своей свободы, и тут он попадает под охрану еще одного нового персонажа – Эдди. Эдди является давним знакомым нашего героя и наемником Романа. Затем по сюжету Елена находит Нейта по ту сторону тюремной стены и придумывает, как его спасти. Пока она реализовывает свой план, Эдди наведывается в камеру и начинается диалог о том, что на этом острове люди Эдди даже пописать выйти не могут, и что-то их убивает. Жесть. Но им также надо найти сокровище. Парни пытаются договориться. Но тут с помощью лебедки и джипа Елена освобождает Нейта, и он ловким движением рук крадет из-под носа карту, которую ранее конфисковали у него при задержании. Наши герои в динамичной экшн-сцене ускользают от наемников, доказывая, что Дрейк так просто не сдается. Им удается сбежать, и далее Елена делится своими мыслями, где может быть Эльдорадо. Но сам Дрейк решает, что не готов рисковать ее жизнью и предлагает сбежать с острова. Но герои все равно продолжают путь, чтобы найти способ убраться оттуда. По пути они находят записи на испанском, и Елена подмечает, что Нейтан читает его как на родном, и замечает то самое кольцо, которое помогло найти им главную зацепку в этом приключении. На нем были выбиты координаты, где находился гроб с дневником. Затем герои ненадолго разделяются, но только чтобы Нейт мог побыстрее добраться до спасительной лодки. Воссоединившись, Елена показывает, что удалось заснять, пока наши герои шли по отдельности. На экране камеры видно, как Навара, Роман и оказавшийся живой Виктор Салливан поднимаются на борт вертолета. Тут у Дрейка резко меняются приоритеты, и теперь он хочет выяснить, работает ли он с ними, или же все-таки его надо спасти. И чтобы найти ответы на возникшие вопросы, ребята отправляются на новую авантюру, отказавшись от прежнего плана. В пути Елена лишается камеры, но могла бы отдать Богу душу, если бы Нейт не успел бы ее спасти. Продолжив путь в монастырь, герои находят наемников, насаженных на ловушки а-ля люли-кебаб, а также следы неизвестных тварей, и Нейт ощущает на себе чувство, что за ним следят, но в какой-то момент говорит, что ему показалось. Сделаю небольшую ремарку. Naughty Dog хотели создать историю с реальными персонажами, и ближе к этому сюжетному ходу я объясню свои претензии. Пробираясь через очередные волны противников и добравшись до библиотеки, им все же удается найти Виктора, который рассказывает двум наемникам про сладкие улыбки женщин, на что мужчины говорят, что они это слышали и их женщин не интересуют. В какой-то момент слежки Дрейка и Елену замечают. Начинается потасовка, после которой наше трио воссоединяется и начинает выяснять ситуацию.
Как оказывается, Салливан не отправился на тот свет только благодаря лишь дневнику сэра Фрэнсиса Дрейка. После того, как Виктор понял, что не умер от выстрела, ему удалось доказать, что без него злые парни не смогут найти сокровища. А также он обманул Романа и Навара, отправив их копать в другом месте, тем самым потратив их время, поскольку знал, что они избавятся от него после того, как клад будет у них в руках. Но теперь все герои вместе, и они знают, где может быть то самое Эльдорадо. Разгадав загадку помещения, им удается найти потайной проход, через который Нейт решил пойти один. Там ему удается подслушать разговор трех злодеев, и теперь мы знаем, что не справившись со своей задачей, Эдди был уволен Романом. Эдди, конечно, с этим не согласен и хочет свою долю, но его делают попуском. Он становится жалким, за него даже немного грустно, но это все мелочи. Пройдя по развалинам монастыря и решив головоломки, Дрейку удается найти, где все же находится Эльдорадо. И да, сам того не зная, Виктор указал верное место, и они копали как раз там, где нужно было копать. Созвонившись по рации, они решают отвлечь внимание, чтобы Нейтан мог пробраться к раскопкам. План срабатывает, Роман и Наварро уходят, и наши герои проникают в тайную пещеру, но не заметив ловушку, им приходится разделиться. Теперь Нейт и Елена идут дальше. Виктор отправляется обратно в библиотеку. В очередной раз на пути Нейта его ждали ловушки, и в какой-то момент его встречает Эдди с его наемниками. Видимо, он захотел тоже урвать большой куш. И начинается гонка за сокровищами, в которой Дрейку удается прийти первым. Но пока что только к трупу того самого сэра Фрэнсиса Дрейка. Разочаровавшись в том, что его кумир не смог найти ничего, и умерев в том месте, герои решают продолжить путь. Нейт подсаживает Елену, чтобы та смогла скинуть ему веревку, на которой бы он мог забраться. Но в этот момент в помещение забегает Эдди и один из его наемников. Но им наплевать на Дрейка, они взбудоражены чем-то другим, они в страхе. Эдди спрашивает, видел ли он их. Тот, откуда ни возьмись, статиста отправляют в виде закуски на тот свет какой-то монстр, похожий на Виндиго или Вурдалака, кому как больше нравится. И тут возникает моя главная претензия к Naughty Dog. Если честно, мне было бы абсолютно без разницы, если бы там появились Йети, но они будут во второй части. Мои претензии заключаются в том, что они сами рассказывали в дневниках разработки, что они преследуют реализм, и что они не хотят создавать игры про крутых мускулинных мужиков, которые крошат монстров. Типа для 2007 года это был мувитон. Но тогда у меня вопрос. Naughty Dog. Это, блять, кто? И где его можно встретить в реальной жизни? В общем, объединившись с Эдди, Нейт отстреливается от монстров, но в какой-то момент Эдди включает бычку, за что, поплатившись, отправляется на покой с монстрами. Ну, rest in peace, homie. Тут какое-то время Елена дает о себе знать и скидывает веревку Нейту. Им удается сбежать и закрыться в комнате, в которой герои узнают, что нацисты построили здесь военную базу. И что они как раз таки нашли Эльдорадо. Но почему-то все пошло не так, как хотелось. В этом помещении был лифт, видимо свободы, и чтобы его запустить, нужно было добраться до генератора и включить его. Очередная задача для Нейтана, которую он пошел решать. Что же, оставив Елену, мы отправляемся исследовать нацистский бункер. Оставляем ее по причине того, что спуск предстоял быть нелегким, и она бы просто не справилась. Тут Дрейк пробирается через уже очередных монстров, по факту они даже легче наемников, так как они просто не добегают вплотную, пока в них стреляешь. Запустив генератор, гули начинают давить количеством, заставляя Нейта бежать. И пройдя дальше, мы обнаруживаем все ответы с помощью нацистской хроники и письма Фрэнсиса Дрейка, которое лежало рядом. Вопросов бы не было, если бы они не намекали. Они, конечно, напрямую не говорили, но намекали, что Gears of War для них это устарелый сеттинг, где были мужики, монстры, тем более заимствуя оттуда систему укрытия. Никто за язык не тянул Naughty Dog, но в игре, где основной концепт это реализм, появились монстры. Ладно. Фрэнсис решил сохранить все в секрете, чтоб никто больше не пострадал. Но, как оказалось, то же самое повторилось с нацистами, а теперь и самим Нейтом. Тут же после того, как Нейтан прочитывает письмо, в комнату с других сторон вырываются местные аборигены, жаждущие свежего мяса, но с боем они получают только несколько обоим свинца. Выбравшись из туннелей, он узнает, что Елена в заложниках Романа и Навара. Они похищают ее, и Дрейку остается только побыстрее спешить на помощь. Ему опять предстоит вступить в бой с наемниками Романа, но в этот раз в конфликт вступает вурдалаки, с помощью которых можно под шум пробраться через армию врагов. Лично у меня это получилось не с первого раза, так как в этот момент почти все начинают стрелять в Нейта, и в этом отрезке есть узкие временные рамки.
чтобы ловко проскочить и не зааглить на себя здесь всех сразу. Тут я, конечно, сгорел пару раз. И я знаю, что тут можно всех зачистить, но после пятой смерти я решил просто на волевых пробежать мимо, так как гули спавнятся со всех щелей, а Дрейку сносят кабину за полсекунды. Но пробравшись через них, спешим на помощь к Виктору и уже вместе с ним спешим предупредить наших врагов, что это не просто сокровище, а целое биооружие древнего мира. Жесть. Добравшись через очередные волны наемников, Нейтан и Салливан приходят на раскопки того самого Эльдорадо, но их берут на прицелы, и далее Навара утверждает Роману, что настоящее сокровище внутри, и Роман открывает Эльдорадо, на что это оказывается саркофагом со зловонным трупом, который способен превращать людей в монстров. Одним словом, реализм, которого добивались Naughty Dog, да. Все-таки для Романа это был последний вдох. Он становится монстром, тем самым оправдывая ожидания Навара. И тут мы понимаем, что главный черт был как раз таки он. Навара знал это и решил просто убрать конкурента. Дрейк пытается отговорить его, приводя факты о том, что из-за этого исчезла целая колония. Но Навара говорит, что на черном рынке есть много кто готов отдать за это крупную сумму. Тем временем сам Эльдорадо подготавливают к отгрузке на корабль с помощью вертолета, но прежние владельцы в лицах Гули не согласны с конфискацией данного имущества и пытаются силой доказать свое право оставшимся наемникам. Только само сокровище уже поднимается в воздух, а сам Навара покидает раскопки вместе с Еленой, которая находится до сих пор в заложниках. Виктор говорит Нейту, чтобы тот разобрался со всем, а он его прикроет. Начинается финальный этап в этом приключении Дрейка. На последних секундах ему удается запрыгнуть на саркофаг, и он уже вместе с Наварой отправляется к лодке, покидая остров. Тут же Нейта пытаются пристрелить, но Елена с двух ног открывает загробный мир для того самого стрелка, тем самым забирая в тот же мир и пилота. Навара пытается решить ситуацию, но уже поздно. Вертолет падает прямиком на корабль, и не долетев пару метров, он все же остается наполовину свисать с посадочной зоны корабля. А Дрейк, ранее удачно спрыгнув на борт, стремится с боем спасти свою напарницу. И приблизившись к посадочной площадке с дробовиком наперевес, его встречает главный злодей. Оказавшись без оружия, Нейт с помощью ума, ловкости и укрытий приближается к Навару, чтобы разобрать ему чердак. Ну то есть дать последний бой. Отправив его в нокдаун, он бежит к разбившемуся вертолету, чтобы спасти Елену, и он ее вытаскивает, она оказывается жива, но за спиной уже стоит Навара. И за доли секунды Нейт решает, что трос, за который прикреплен Эльдорадо и на котором стоит главный говнюк, а также вертолет, который способен от толчка упасть на дно моря, создадут убийственное комбо. И я, кстати, всем желаю такой реакции, парни. В общем, из этих переменных Дрейк решает уравнение, и Навара отправляется кормить подводную братву. Мир спасен, наши герои живы. Дрейк грустит, что ему не удалось найти чего-нибудь ценного, но Елена делает ему сюрприз и возвращает то самое кольцо сэра Фрэнсиса Дрейка с гравировкой его цитаты «Великое начинается с малого». Ну а в это время самый умный и красивый Виктор приплывает на лодке, забитой золотом. Все радуются этому и теперь уже уплывают в закат. На этом заканчивается приключение Найтана Дрейка. И что по итогу мы получили? Наконец 2007 года игроки получили отличную приключенческую историю, которая давала ощутить новый консольный опыт. Несомненно, что она изменила видение разработки игр в целом. В плане кинематографии и постановки, но идеи были не новы для геймдева. Конечно, многие референсы видны для опытных геймеров, в том же Metal Gear Solid, который вышел еще в 1998 году, где также были крутые экшн-сцены и с большего реалистичный сюжет, опережавший время, но Uncharted давал то самое умиротворение. Я имею в виду, как после приключенческого фильма, где в конце враги повержены, а герои уходят в закат с сокровищем. И это было в самой игре. Мне было приятно наблюдать за этой историей, так как мы часто в детстве пересматривали такие фильмы, и ощутить себя тем самым героем было невероятным впечатлением, тем более в 2007 году. Не как я в 2018, но все же. Если разобрать аспекты графики, то революция она, конечно, не сделала. С выходом Crysis планка графики была поднята на максимальный уровень в тот год, но она была приятной для седьмого поколения консолей. Переигрывать ее ради геймплея или сюжета на самом деле не стоит. Проще посмотреть фильм в такой же тематике. А с точки зрения важности всей истории ничего не потеряешь, если начнешь со второй части. Первый Uncharted реально является каркасом для будущих игр Naughty Dog, и в частности эксклюзивов Sony, который ввел моду на сюжетно ориентированные игры от третьего лица, с постановкой и проработкой анимации, но в будущем это будет одним из минусов, как по мне.
так как многие франшизы просто забудутся из-за данного каркаса, и это печально. Но также и без этой игры мы бы не получили многие другие крутые игры от Naughty Dog и других студий, позаимствовавших фирменный стиль. Она неоднозначна, но проделана тут впечатляет, и я крайне расстроен, что ее не портировали на ПК. Серия Uncharted куда лучше продалась бы и была бы нужнее игрокам, чем тот же Sackboy. Но имеем, что имеем. Ну что же, большое спасибо, если досмотрели это видео до конца. Попрошу вас, пожалуйста, поставить лайк, если понравилось, конечно. И если будет, ну, например, 6 лайков, 2 коммента и 1 подписчик, то я делаю новое видео. Если хотите дополнить или выразить свои мысли, то жду вас в комментах. Обсудим, как вы запомнили первый Uncharted. Также можете навалить фидбэков и критики. Ну а пока я на этом прощаюсь. Всех целую и обнимаю. Пока.